Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака, для тельцов. Мы делаем расклад на вторую половину месяца апреля. Посмотрим, что же вас ожидает с 15 по 30 число. Соответственно, какие карты вам сегодня выпадут. Я напоминаю, что это расклад общий. Надеюсь, большинство из вас он подойдет, будет резонировать с тем, что происходит в вашей жизни. Пишите ваши отзывы, оставляйте ваши комментарии. Буду очень-очень признательна вам за такую обратную связь. Также подписывайтесь, не забывайте, кто еще не подписан на мой YouTube-канал, чтобы не потерять мои видео в дальнейшем. Итак, первая карта колесница. В целом это целеустремленность, это движение. Кто-то из вас прям собрался, может быть, куда-то ехать, потому что здесь карта дороги, путешествия. А здесь вы готовы целенаправленно куда-то мчаться, да, может быть, решать какие-то вопросы, решать какие-то рабочие дела. Тут же еще и сила, то есть у вас много уверенности в себе, в своих силах, уверенности, что вы справитесь с любой сложной ситуацией. То есть вы двигаетесь вперед по пути, который вы себе наметили, и вам, да, может быть, немало сил потребуется здесь, но вы готовы, собственно, это преодолеть, да, все препятствия и двигать свою колесницу в нужном для вас направлении. Еще и карта «Мир». Тоже мир — это, по сути, путешествие по миру, может быть, поездка. Вот что-то для вас важное, касающееся путешествия, поездок, возможно, вот все, что вот касается, да, каких-то перемещений для вас. Вы здесь готовы также к какому-то расширению, потому что мир — это расширение сознания, это возможность куда-то мчаться, что-то узнавать новое для себя, чему-то учиться, это возможность обучаться, да, это возможность, сталкиваясь с множеством каких-то даже препятствий, преодолевать их, соответственно, чтобы приближать себя к тому успеху, который вы себе наметили, потому что мир — это успех, это успешное завершение, и вы к этому идете и к этому стремитесь, то есть успешно завершить какой-то вопрос для вас важный. Еще и 8 жезлов, быстрое, стремительное движение к вашей цели, опять-таки, может быть, перелеты на самолете, допустим, потому что это карта скорости. Также вы сфокусированы и направлены в том, что вы хотите достичь. Соответственно, вы здесь, вот знаете, как будто, может быть, что-то медленно происходило, тут вдруг резко ускоряется. Может быть, вот внезапно вы там решаете куда-то поехать, или события начинают развиваться очень стремительно, очень быстро, очень мощно. И поэтому здесь у вас карты такие выпали очень интересные, причем много старших арканов в самом начале, которые показывают, что есть какая-то неотвратимость событий, которые будут у вас здесь происходить. Дальше у вас есть принц кубков, карта водного знака. Возможно, как-то задействован водный знак зодиака, к тому же колесница — это карта рака. Может быть, связано как-то это с водным знаком. Раки, рыбы или скорпионы для вас могут иметь важное значение. Тут же еще и принц пентаклей, земля, ваша стихия. Может быть, общение с девами или козерогами, или тельцами, как вы. Но здесь очень много, опять-таки, направленности. Они на конях, да, они движения, они целеустремленные. Особенно этот рыцарь кубков, он прям под влиянием вдохновения, какого-то эмоционального воздействия мчится и что-то хочет делать. Да, рыцарь пентаклей более медленный, осторожный, трудолюбивый, такой сосредоточенный, такой, да, и неспешный в своих действиях. Он делает все шаг за шагом, степ-бай-степ, да, не рискуя, не совершая каких-то спонтанных действий. И при этом здесь такой контраст между ними, потому что принц кубков, он на эмоциях, он на чувствах, пентаклей нет. Не на эмоциях, он больше на продуманности действий. То есть вы здесь как-то можете балансировать и очень хорошо комбинировать, собственно, да, эти энергии. То есть эмоциональную открытость и яркость с какой-то дипломатичностью и основательностью рыцаря пентаклей, которые у вас здесь тоже есть в дополнение. Может быть, здесь какие-то запланированные поездки, которые вас радуют. Запланированные, потому что рыцарь пентаклей, принц кубков много эмоций вам приносит. Кстати, по 6 пентаклей здесь кто-то что-то отдает кому-то, да, то есть здесь может быть какой-то обмен, взаимный обмен энергией или чем-то материальным, когда вы куда-то приезжаете, может быть, к родственникам, там, не знаю, и у вас есть этот поток обмена, который между вами имеется.
по этой карте. Тут же еще карта императрицы. Императрица — это в целом рост, это развитие и плодородие. То есть у вас хороший период для каких-то свершений, да, в работе, каких-то достижений, успешного продвижения к цели. У вас для этого достаточно сил, возможностей. Также карта императрица в целом-то это карта матери. Все, что связано с материнством, с беременностью, возможностью забеременеть. Здесь, кстати, тоже хороший для этого период, может быть, по императрице. Действительно, период плодородия. Путь, по которому вы идете здесь в целом, вот хоть он такой стремительный, но он сосредоточен на силе и на женской силе в частности. И вместе с вот этими принцами кубков, соответственно, и пентаклей, здесь очень большой эмоциональный, творческий элемент вместе с основательностью, с фундаментализмом таким. И у вас есть этот баланс этих энергий, плюс баланс еще в шестерке пентаклей, энергии получения и отдачи. То есть то, что вы отдаете, вы получаете от Вселенной и наоборот. И здесь есть очень хорошее вот это ощущение этого круговорота. Возможно, вы вкладываете средства во что-то. Может быть, вы во что-то уже инвестировали раньше, и это приносит сейчас плоды. Сейчас какой-то есть прорыв, когда вот наконец-то что-то начало давать свои плоды. Вот не знаю, в какой-то инвестиции в бизнес, да, вот начал какой-то доход вам этот бизнес приносить, и вас это вдохновляет и дает ощущение дальнейших каких-то, да, хороших свершений, потому что принц Пентаклей, вы с уверенностью идете к дальнейшим победам. Хорошая карта у вас здесь. Ну, давайте посмотрим дальше. Телец, кстати, шестерка жезлов. Дальнейшим победам. Это тоже успех. Это успех, это ощущение успеха и стремительного успеха, головокружительного успеха в какой-то степени. И опять-таки, если вы куда-то едете, вас там ждут, вас там рады видеть, вы как будто в центре внимания. Да, вот так вот. То есть вы прям окружены вниманием, вами восхищаются, к вам прислушиваются. Вот, да, вот это чувство по шестерке жезлов, что вы здесь достаточно сильную энергию проявляете. И тут же еще и принцесса Пентаклей или паж Пентаклей. Может быть, вы какую-то награду здесь получаете, денежную какую-то награду, подарок, вознаграждение. Вот, да, такое. Может быть, это для кого-то мелочь, а для вас это что-то важное и существенное. Может быть, это что-то, что будет еще больше расти с течением времени. То есть это как хороший такой подарок или хорошее начало, задаток, который будет давать дальше хороший дальше результат, будет набирать обороты и будет развиваться очень динамично, потому что есть и восьмерка жезлов, и колесница здесь. Да? А следующая у вас карта Шут, она выпадает под миром. Кстати, опять путешественник. Шут — это путешественник, это тот, кто начинает путь. Да, вы можете действительно куда-то ехать, куда-то идти по новому пути или вот куда-то отправляться в дорогу в целом. Карта Шута, четверка пентаклей, принц мечей. В целом вы здесь, знаете, можете видеть отдачу в каком-то деле, в каком-то, может быть, бизнесе, в каком-то вложении для вас. И по карте Шут вы открыты и легки в том, что вы здесь делаете, соответственно, то есть с легкостью врываетесь в это движение, в этот круговорот по карте Шут. Но Шут, он может быть немножечко таким легкомысленным, немножечко взбалмошным, немножечко таким ветреным, да, скажем, но при этом здесь рядышком есть у вас четверка пентаклей, то есть она показывает вам, что вы все-таки должны немножечко приостановиться, и вы должны разобраться по четверке пентаклей, как здесь достичь поставленных вам целей, результатов, избежав каких-то ошибок. Да? То есть быть осторожнее все-таки, быть бережливее к своим ресурсам, к своей энергии, к своим деньгам, к своему времени, может быть, к тому, сколько вы проявляете эмоций своих здесь. То есть, может быть, вам нужно меньше растрачивать себя, да, и своих эмоций, чтобы не привело это к истощению. Может быть, бережно относиться к деньгам или к своим вещам. Вот в этой вот всей вот как бы, да, хорошей, в принципе, картине, но не спешить, потому что все очень спешит, очень торопится, все как-то очень в спешке происходит, и вам здесь нужно
вот во всем этом хаосе, во всей этой кутерьме немножечко успокоиться, чтобы не совершить каких-то поспешных действий, да, опрометчивых, глупых по 4 пентаклей. Вот в этих вот, да, событиях быть более собранными и больше как будто бы просчитывать и сосредотачиваться на том, что для вас важно, что вы хотите сберечь, может быть, какие ресурсы вы не хотите растрачивать, да, чтобы их не потерять окончательно. И тут же еще дьявол вместе с принцем мечей, в принципе. Да, дьявол. Вам нужно быть осторожными, осмысленными. Вам нельзя возвращаться к каким-то токсичным моделям поведения или общения, которые у вас были раньше. И, может быть, у вас возникают, если какие-то перепалки или споры, может быть, у вас возникает соблазн сказать кому-то что-то резкое, едкое такое, кого-то обидеть или задеть, то вам нужно постараться здесь, возможно, себя от этого удержать. Может быть, у вас есть такая привычка здесь так делать, но вы должны постараться здесь этого не делать. То есть, опять-таки, не торопиться, не спешить, быть осторожнее в том, что вы говорите, что вы делаете, и не позволять вот этим эмоциям выплеснуться наружу или стрессу, который вы испытываете, выплескиваться наружу. То есть вам нужно быть более дипломатичными, более продуманными, более сдержанными по 4 пентаклей. И в таком случае действительно у вас в лучшем варианте отыграется этот расклад. То есть не втягиваться в какие-то старые споры или какие-то способы, как вы раньше реагировали на какие-то ситуации. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака, для тельцов, мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.